Сегодня мы разберем третью главу Кагурабачи. Была обнаружена информация про один из магических мечей, созданным величайшим мастером клинков Кунисике, и поэтому Тихира незамедлительно начинает действовать. Но тот человек, который добыл эту информацию, может оказаться не так прост, как могло показаться на самом деле. Так что давайте перейдем к разбору главы и сами во всем убедимся. Ну а также напоминаю, что прочитать свою любимую манхву, манхуа вы сможете на remanga.org. Здорово, ребятки анимешники, у микрофона Зик. А вот ребята, которые оставили свой коммент под прошлым роликом. Ну а мы начинаем. В конце предыдущей главы Тихира вместе с Сибой отправились в Токио к одному информатору, которая, по ее словам, раздобыла информацию касательно магической катаны, созданной Ракухира Кунисиге. Девчонку-то, кстати, звали Хинао, и занималась она поиском телохранителей для важных шишек. Ибо хоть в этом мире разрешено носить с собой катаны для самообороны, но есть особы, которым хочется еще более эффективное средство защиты, и являются этим средством маги. Собственно, в этом и состоит работа Хинао. Она как бы является мостиком между важными персонами и магами, коих здесь в Токио собралось приличное количество. А так как через нее проходит огромный поток важных шишек, именно поэтому Сиба 3 года назад и оставил ей поручение, дабы в случае чего, узнав какую-нибудь информацию, она и смогла им сообщить. Тогда в прошлом Хинао узнала все подробности смерти величайшего мастера клинков и как с ними были связаны Тихира и Сиба. Услышав правду, она согласилась помочь им в поиске информации, но все это время ее поиски были безрезультатны. Однако спустя 3 года к ней все же наведался человек, видевший магический меч. И именно поэтому сразу же после расправы над бандой пробуждения драконов Сиба и главный герой отправились к Хинао. Ведь это была на данный момент единственная зацепка, дающая возможность узнать местоположение хотя бы одного из клинков Ракухира. Вот только придя в чайную Харухару, они были сбиты с толку, поскольку тем самым очевидцем была маленькая девочка, которая сразу же завалилась спать, потому что бежала от преследователей, в одного из которых она видела катану Ракухира. Однако денег у нее за душой не было, чтобы нанять себе охрану. К тому же, по словам девчонки, дома и родителей давно не было. Поэтому поначалу Сиба не придал этому должного значения, поскольку считал, что малявка просто играя пытается привлечь к себе внимание, думая, что лучше было бы просто отдать ее в приют, где она сможет спокойно себе жить. К тому же подозрения Сибы только усилились, когда, пытаясь выведать у нее информацию, девчонка попросту проглотила язык, не соизволив даже сказать о тех, кто ее преследовал. Но Тихира решил обойтись с ней помягче, на удивление, предложив ей поесть, так как за время этого расспроса у нее громко урчал живот. Уже будучи в кафе за трапезой, главный герой узнал, как звали эту девчонку. Звали ее Шаль, но даже сейчас, находясь в такой спокойной обстановке, она не смогла сказать причину или даже то, кем были те люди, которые на нее напали. И тут сразу же становится ясно, что эта девчонка что-то скрывает от своей личности и не хочет внедряться в подробности, которые даже косвенно могут дать собеседнику больше о ней информации, и далее эти домыслы только подтверждаются. Но вот когда разговор зашел о магической катане, Шаль все же начала говорить. По ее словам, из этой катаны исходили облака, после чего Тихиру сразу же вспомнил один из запечатанных клинков в подвале их поместья, и видя его реакцию на эти слова, становится понятно, что Шаль говорила правду. А значит, у главного героя появилась весомая зацепка. Вот только далее их разговору не суждено было продолжиться, поскольку прямо за ними находился один из посетителей, оказавшийся одним из тех, кто охотился за Шалью. Как только охотник понял, что больше не сможет тихо скрываться среди толпы, он убил одного из работников кафе, после чего, создав фигурку Фураку, охотник с помощью взрыва решает устранить всех свидетелей. Мигом покинув кафе, Тихира удалось избежать серьезных последствий, однако тот факт, что за девчонкой пришел чародей, только сильнее удостоверило его в словах Шаль. А если это была правда, значит один из дружков этого охотника обладал магической катаной Ракухира, и теперь ему нужно было любой ценой выведать из него информацию о клинке и спасти эту девчонку. И что-то мне подсказывает, что в будущем Шаль возможно присоединится к группе Сибы и главного героя, так как была
Была бы она обыкновенной девчонкой, за ней бы не охотились маги. Видимо, она обладала какой-то силой, которую хотели заполучить некие люди, причем обладающие магическим мечом. А значит, ее сила является какой-то особенной, и видимо поэтому она не рассказывает о себе и не говорит, почему за ней охотятся, ведь Шаль боится, что Сиба с Тихира захотят ее использовать. Что же, в следующей главе нас ждет файт, в котором Тихира, видимо, вновь будет использовать магическую катану. И это будет первый бой главного героя против чародея, так что посмотрим, как эффективно будет магическая катана против совсем необычного противника. И надеюсь, узнаем, что на самом деле скрывает Шаль. И также не забывайте, что прочитать свою любимую мангу и не только вы сможете на remanga.org. А на этом ролик подходит к концу. Пишите свои мысли по поводу этого ролика, выскажите свое мнение, что вам понравилось, а что не понравилось, и несколько комментариев попадут в следующие ролики. Если тебе понравился ролик, тогда лайк и подписка для меня будет лучшей благодарностью. А также не забываем про колокольчик, ведь в последнее время не всем приходят уведомления. Всем спасибо за ваш просмотр, мирного неба вам над головой и всем пока-пока.